страшно представить, сколько такой люк будет стоить, если что. Аккуратненько так модуль положили на дно машинки. Машинка навороченная, амортизатор самые простые поставили. Небольшое отступление. Кому требуется помощь с выбором стиральной машины, пишите в Telegram, ссылка в описании. Я занимаюсь подбором стиралок. Услуга платная. Здорово всем. Сегодня обзор стиральной машины с сушкой LG 10,5 кг на 7. Модель FH4G1JCH2N. Сделано походу в Китае. Ну, дизайн без комментариев. Космолет. Программа, панель управления. Ну, что тут сказать. Понты. Все так сенсорно, красиво. Даже лоток один что стоит. А лючок внизу стандартный, как у обычной лыжи. Тут самое главное, конечно, это люк. Такой массивный. Провода, видимо, идут в петле. Я так предполагаю, тоже она большая, массивная. Здесь стекло. Здесь, соответственно, пластик. Ну и вот эти элементы все сенсорные. Панель управления. Здесь инструкция. БЛ-ка, естественно, быстрая. Давайте вот ее включим. Ну, все тут. Программы выбираются этими кнопками. Все регулировки тут. Сушка, отжим, все дела. Значки, Wi-Fi. Ну, само собой. Все опции. Ну, программ не так, кстати, много. Хотя, в принципе, основные есть. Так, толщину металла посмотрим. Ну, приемлемо, так хорошо, не проминается особо. Спереди. Ну, тоже практически не проминается. Нормально. Кстати, кнопка включения не сенсорная, а такая обычная. Заглянем внутрь барабана. Манжетка, ну, естественно, нестандартная. Здесь форсунка для пара или, может быть, для, не знаю, для подачи типа акваспрей. И здесь вот уже форсунка большая для сушки. Барабан большой, реально. Конечно, здесь не 10,5. Сейчас такие машинки на 8 встречаются с таким примерно барабаном. 8-9. Ну, если захотеть, можно и 10,5 запихать. Реально барабан большой, металл приемлемый, пороги такой интересной формы волной. Здесь, кстати, потолще, чем на обычной LG. Даже вот по звуку металл там на несколько микрон сделали потолще. Итак, что тут внутри? Диспенсер заливной, сам модуль сушки. Здесь панель индикации. Силовой модуль внизу. Обычный такой прессостат, как на обычных LG. Вон там шумоизоляция приклеена. Две пружинки с таким большим баком. Никаких тут изысков. Два груза спереди прикручены. Ну, тут заливных клапанов. Наливных аж 5 штук. Всякие разные. Тут и на сушку, и везде. Провода. Все на хомутиках. Бак разборный по-прежнему у LG. Смотрим, что сзади. Мотор. Тоже достаточно обычный. Как на стандартных LG. TEN. Тоже, в принципе... А, нет, на 2 киловатта. Здесь будет длинный стоять. Ну, ладно, хоть какое-то отличие. Там проводка. И вот модуль так аккуратненько лежит силовой. Так я открыл сначала, подумал, что он сюда упал. Но нет, он там закреплен. Все в кронштейнах. Так кривенько. С наклеечками. Ну, вот так вот они его просто аккуратненько так положили. Ну, а почему нет, да? Чтобы не спереди его туда вот громоздить в самое текущее место у них, где порошкоприемник. А сюда вот
В принципе, обычные тоже стандартные два амортизатора. Я ожидал здесь что-то более какой-то компоновки, может быть 3 или 4. Все-таки машинка большая, вместительная. Нет. В такую навороченную машинку вообще, кроме люка с управлением и в принципе тут вот диспенсер, вот этот порошкоприемник другого плана. А что тут еще особое отличие? Модуль сушки сам, ну да, по сути разницы такой и нет. Ну там две помпы еще стоят. Одна акваспрей, вот эта желтенькая форсунка была в манжете, одна сливная. Ну вот еще отличие. Небольшое отступление. Кому нужна помощь с выбором стиральной машины, пишите в Telegram, ссылка в описании. Я помогаю подобрать хороший аппарат. Услуга платная. Вот как-то так. Такой вот навороченный, на первый взгляд, да, аппарат. По факту отличий, кроме вот этого люка, который даже страшно представить, сколько будет стоить на замену, не дай бог, что с ним. Поэтому надо очень аккуратно, конечно, с ним относиться. Все остальное плюс-минус стандартное. Ну, необычное, может быть, расположение элементов. Ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Ну, а выводы, конечно, как всегда, делайте сами.